Итак, всем доброй ночи. Перед вами паук. Дорогие друзья, паук занимает особое место в магии. Чаще всего использовали паука в порчах. Наговаривали на паука и кидали в дом врагов. Нужно было расколоть сушеного паука и перемешать с могильной землей и подкинуть в спальню, и молодожены разведутся вскоре. Много различных работ. Но мало кто знает, что с помощью пауков можно было делать еще и благие дела и для себя, и для других. Я хочу вам подарить ритуал, который поможет вам с помощью паука получить удачу. Вам для этого нужно найти живого паука, неважно какого. Можно взять, заказать. На сайте сейчас ничего невозможного нет. Можно купить в определенных магазинах, да, где продают насекомых, рыб и прочее. Паука, любого вида паука, наговорить и выпустить. И в скором времени вы получите добрую весть. Пауки вообще считаются вестниками хороших новостей. Пауков убивать не рекомендуется. Можно выкинуть, если вы боитесь, если он дома у вас находится. Если это ядовитый паук, тем более. Но, в принципе, пауки, наоборот, очищают. Они как санитары в доме. Они очищают от мух, от иных насекомых, которые могут распространять всякие болезни и прочее. Пауки – посланники в магии. Если вам снится паук, особенно большой мохнатый паук, это говорит о том, что скоро вы получите очень хорошую весть. Немного расскажу вам предысторию паука. В Древней Греции жила такая царевна Арахна. Арахна была ткачихой, и очень знатной ткачихой. Она ткала красивые полотна, ковры, и никто не мог с ней сравниться. И однажды она сказала, что она настолько великая мастерица, что даже богиня Афина, которая была покровительницей всех мастеровых и всех искусств, что даже Афина не может сравниться своими знаниями и своим мастерством с ней. И тогда Афина, услышав этот вызов, пришла к Арахне. Арахна сначала не узнала ее, но потом, догадавшись, кто перед ней стоит, начала говорить, что никто, даже боги, не могут ткать так, как может она. И вот началось соревнование, после чего, наглядно увидев, что у Афины Паллады действительно полотно или ковер намного красивее получился, Арахна не уступала. Она надменно посмеялась и сказала, что такие ковры можно найти на рынке по дешевке. И тогда, разозлившись, Афина Паллада ударила ее ткацким станком и превратила в паука. И сказала: вот теперь будешь ткать всю свою жизнь. Но то, что ты соткешь, никому не будет нужно, кроме тебя самой. И говорят, что после этого наказания в палате царя поднялся шум, крик, люди стали плакать. Есть даже знаменитые картины Арахна, где она превращается в паука, где ее жених убивает себя и прочее. Но облик боги ей не вернули. Однако, пожалев царевну, Афина все же дала ей определенные задания, чтобы облегчить ее участь. Она сказала, что Арахна будет впредь посланницей, и что она будет приносить людям добрую весть, а иногда помогать людям передать богам и силам эту добрую весть
или просьбу. И вот, зная эту легенду, а может быть и вовсе не легенду, я создала когда-то, связанный с пауком, ритуал, который уверена, что вам придет по душе. Потому что он у вас работает, как и все остальные работы. Итак, дорогие друзья, что нужно делать? Наговорить эти слова пауку и отпустить. И через короткое время то, что вы хотели, у вас получится. Здесь не ритуал на желание, здесь ритуал доброй вести. А боги и силы лучше всего знают, что вам нужно, что вы ожидаете, что в ближайшее время, да, вы ждете от судьбы, что бы хотелось вам получить, нужны вам деньги или нужна вам работа хорошая и прочее, прочее. Неважно. Но вы можете попросить Арахну дойти до врат судьбы, постучаться туда и от вашего имени передать просьбу. Дорогие друзья, на самом деле я вам объясняла и говорила, что заговор или ритуал – это создание некой реальности. Сюрреальность называется, по-другому иллюзион. То есть оно создается в тонком мире. Вот вы делаете театральное представление, и в тонком мире создается полностью та сцена, которую вы здесь разыграли. Есть у вас предмет, есть у вас слова, которые посылают, направляют, есть у вас ключи к этим словам, данные ведьмой вам и прочее, прочее. Вы создаете некий такой спектакль сюрреальности. На самом деле паук куда уйдет? Уйдет по своим делам. Но вы связали с этим пауком заговор. А значит, потусторонние духи, силы вас услышали. И то, что вы сказали, вы попросили и сыграли эту сцену, а оно сбудется в реальной жизни. Я уже об этом говорила, объясняла, откройте тайну заговора, чтобы понять, о чем я веду речь. Итак, берете поближе банку или где вы будете держать эту красоту и читаете 3 раза, после чего его отпускаете. Итак, начнем. Царевна Арахна, превращенная в паука, ставшая скиталицей и богов посланницей. Арахна, ты много где бываешь, ты много кого знаешь и многое ведаешь. Иди коротким путем до дверей богов судьбы, постучи в их двери, и им мою просьбу передай. Я жду от них спасительных новостей. Жду счастливых вестей, жду удачных перемен. Отпускаю тебя, Арахна, иди прямиком туда, куда тебя я отправляю. Через тебя пусть я благо получаю и тебя благословляю. Заклинаю. Царевна Арахна, превращенная в паука, ставшая скиталицей и богов посланницей, послушай меня, Арахна, ты много где бываешь, ты много кого знаешь, ты многое ведаешь. Иди коротким путем до дверей богов судьбы. Постучи в их двери, и им мою просьбу передай. Я жду от них спасительных вестей. Жду... Что это за звуки? Счастливых новостей. Жду удачных перемен. Отпускаю тебя, Арахна. Иди прямиком туда, куда тебя я отправляю. Через тебя пусть я благо получаю. И тебя благословляю. Заклинаю. Царевна Арахна, превращенная в паука, ставшая скиталицей и богов посланницей, послушай меня, Арахна. Ты много где бываешь, ты много кого знаешь, ты многое ведаешь. Иди коротким путем до дверей богов судьбы, постучи в их двери, и им мою просьбу передай. Я жду от них спасительных вестей. Жду удачных новостей, счастливых новостей. Жду удачных перемен. Отпускаю тебя, Арахна, иди прямиком туда,
куда тебя я отправляю. Через тебя пусть я благо получаю, и тебя благословляю, заклинаю. А потом нужно паука отпустить. У нас тут всякая всячина во дворе. Сейчас мы его и отпустим, собственно говоря. Ну, иди, Арахна, прямиком к богам судьбы. Постучись в их двери и просьбу мою им передай. Заклинаю, 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 и тебя благословляю. Все. Счастливый паук ушел. Приблизим. Где он у нас исчез? О, он, наверное, счастью своему не может поверить. Ну-ка, где он? А, вот он. Вот так, теперь вижу. И вот она пошла отправлять богам, точнее, передать богам вашу просьбу. И пока Арахна уходит, вы следом говорите: иди, Арахна, передай богам мою просьбу. Заклинаю, 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 и тебя благословляю. Да будет так. Через некоторое время, обычно мои ритуалы работают за короткое время, через короткое время вы получите счастливые вести. У вас получится то дело, которое начали. Или получится то, что вы планировали. Одним словом, получится желаемое. Всем удачи, всех благ. Арахна пусть идет туда, куда я ее отправила. Уходит.